Человек из телевизора. Часов 9 минут. Добрый день, доброе утро. Здесь радиостанция «Эхо Москвы». Это Ксения Ларина, это Ирина Петровская. Доброе утро. Наталья Кузьмина с нами, отдохнувшая. Здравствуйте, Наташа. Да. Наши друзья — это наши слушатели. Да? Которые уже сейчас приникли к приемникам, сделали звук погромче. Ну и не забывают номер СМС +7 985 970 45 45 для того, чтобы мы не расслаблялись. Дорогие друзья, если у вас есть идеи для обсуждения по телевизионному эфиру и ваши какие-нибудь вопросы или ваши впечатления, обязательно присылайте. Кроме СМС-ок есть возможность подключиться к Фейсбуку. Я тоже по традиции открыла веточку прямого эфира у себя на странице Ксения Ларина, так что приходите, туда тоже можно кидаться. Ну, давай мы начнем, собственно, с политических новостей. То, что касается выборов и освещения этого события, подсчета голосов, что ты смотрела, когда шли вот эти вот первые результаты, какие у тебя впечатления от этого от всего? Ну, я, как и все, наверное, смотрела Соловьеву, который сразу практически, да, после вестей там недели и этого всего начался. Впечатление было такое, что все заранее знали. Да? То есть не было такого, что... Да, такой прям, что вот... Неожиданная сокрушительная победа. Волнуются, да, типа там победят. Нет. Было ощущение, что это действительно такой пир победителей. Собственно, потом... пир победителей. Где-то я видела это. У кого это? У кого-то, да, было уже. Название это, по-моему... было. Стой. Это была пресс-конференция, которую они назвали пресс-конференция «Единой России». Пресс-конференция «Единой России». Она называлась «Пир победителей». Нет, я видел где-то в заголовках. И я даже не «Пир победителей», или пресс-конференция победителей. Естественно, все вспомнили знаменитый тот самый... съезд победителей. Да. Ну и вот дальше, все следующие дни, собственно, эта идея, эта мысль развивалась бесконечно в тех же форматах и в том же формате. И вторая была, помимо того, что да, мы победили, это свидетельствует о безусловном единении народа и партии. А вторая главная мысль, которую доводили, что это свидетельствует о том, что либеральные силы, оппозиция, они потерпели сокрушительное поражение, что, в общем, правильно, но собственно, по результатам мы это видим. И тоже, опять же, нехитрая мысль доводилась до ума зрителей, что страшно далеки они от народа, что ничего они конструктивного предложить не могут, и посему, значит, эта идея вообще либеральная сама по себе, она не находит здесь никаких приверженцев. Вот примерно так как-то. Вообще жизнь не скучная. Нет, как тебе сказать, когда это изо дня в день, то... А очень быстро все схлопывается. Вот смотри, прошла неделя. Казалось бы, вот мы еще с тобой неделю назад все-таки еще жили внутри предвыборной кампании, и последняя неделя перед выборами была достаточно такой вот эмоциональной, нервной, и мы обсуждали многие выступления многих кандидатов в депутаты на разных каналах. А сейчас, как будто это было 100 лет назад. Это да. Все прошло. Потому что для меня-то еще следующим шоком культурным стало выступление чтеца-декламатора Владимира Вольфовича. Да, это было сильно. Мне кажется, даже те, кто, в общем, давно в этом жанре преуспели, да, в жанре петь дифирамбы любимым руководителям, и те несколько ошалели. Да, там была некая пауза. Прежде чем раздались аплодисменты в зале, да, там сначала была какая-то такая гнетущая тишина. Просто все лица и глаза, в частности, Станислава Сергеевича Говорухина, у которого, в общем, все на лице было написано и, в общем, непечатное. Почему? Мне как раз наоборот подумала, черт. Не я? Что же я-то не сообразил? Нет, мне кажется, нет. Мне кажется, у Говорухина как раз непечатное. Вот если бы сидел Никита Сергеевич Михалков, то вот у него был бы как раз это. Что же я-то не сообразил?
помнишь его давнее выступление, когда было ваше высокопревосходительство, когда вначале это казалось совершенным безумием. Ну, вообще, ты посмотрела целиком этот сюжет? Ну, конечно, да? Я с удовольствием его посмотрела. Там одно было краше другого. Там запоминающимся, конечно, останется выступление виолончелиста, главного музыканта всех времен и народа, который много чего поведал миру. Ну, выяснилось, что... заговорил впервые, по сути, была такая большая речь. И вот тогда-то ты вспоминаешь, что иногда лучше в данном случае играть, пилить, да? А мы пилить, Шура, чем говорить. Ну, мне так кажется. Что лучше пилить? Ты думаешь, он плохо это делает? Я не знаю. Нет, он вообще так же, как и говорит. Нет, пилит он неплохо, мне кажется. Не, ну говорит он тоже интересно. Никто так не выступил. Ну да, это, но тем не менее, как-то мне вот казалось бы, что лучше бы эту мысль было не проводить. А вот скажи мне, пожалуйста, когда вот все это происходит на твоих глазах, вот ты говоришь Говорухин, вот ты сидишь в зале, что нормальный человек должен испытывать, когда это все слышит? Ну, в зависимости от того, каких взглядов придерживается человек. Могут быть взгляды? Ну, тут может быть ужас, тут может быть восхищение. Восхищение может быть? Может, конечно, да. Из кого оно должно исходить? Ну, от каких-то подобных персонажей, которые, очевидно, то же самое думают, только не так ярко и не так конкретно формулируют, как Владимир Вольфович. Можно относиться всерьез? Всерьез говорить в лицо президенту: «Боже, царь православный». Царя храни, он там целую большую цитату привел из этого. Куплет прочитал. Ты знаешь, вот это вопрос огромный для меня. В принципе, когда вот так вот, смотришь с холодным вниманием вокруг, то понимаешь, что к этому серьезно, ко всему вообще относиться нельзя, да? И думаешь, что все эти люди, которые вот это говорят или этому внимают, они тоже все прекрасно понимают, да? И кто-то намеренно доводит до какого-то абсурда, кто-то понимает, что это сегодня вот это вот главный тренд и пытается быть первее первого, да? А все на самом деле потом в идеале или там разговаривая друг с другом по телефону, тоже ржут, да, и потирают руки. Вот, я и говорю. Боюсь, что нет. Это когда ты смотришь вот так отстраненно и думаешь, что это не может быть на полном серьезе. А потом, когда ты видишь, что это, в общем, довольно массовое явление, просто когда говорит Жириновский, это более заметно именно в силу того, что он обладает неким артистическим талантом. И вот тут возникает, закрадывается страшное подозрение, что у них это все всерьез. Пауза. Нет, просто, конечно же, наверное, мы уже утомили всех этими аналогиями, но сколько раз мы видели эти фрагменты, хроники. Помнишь, когда, допустим, Сталина встречают аплодисментами? И не могут закончить. Да, и никто не рискнет завершить. И он там уже, типа, показывает, что хватит, да? И там стихают аплодисменты, а потом и кто-то новую волну запускает. И как они вскакивают в восторге, какой на лицах просто восторг. И казалось бы, как это может быть? Как это люди не видели? Что этого быть не может. Но нельзя. Нет, это все как раз все это может быть. А ты видишь, как это все? И все дальнейшее, я имею в виду, вот хотя бы тот период, да, когда у власти был Сталин, подтвердило, что там была животная какая-то языческая вера, обожание, лишенное всякой рефлексии. Люди, которые шли, в общем, на плаху, да, на эшафот, и те не допускали, многие из них не допускали, что во главе всего этого, да, стоит их любимый вождь и учитель. И семьи их многие не допускали, хотя тоже, в общем, могли бы какие-то вещи сопоставить и понять, что, в общем, отец родной не так чист, как им кажется. Это что-то из, не знаю, это какой-то, не знаю, что-то зомбирование, что ли. Трудно мне это объяснить. И сейчас тоже.
почему люди не связывают, например, да, самое простое. А ты имеешь в виду уже, в принципе, люди, вообще те, народ, которые да, сидят даже не те, в Екатерининском зале. Нет? Те, которые там сидят, у них разные мотивы. И в том числе сохранить свои льготы, свои привилегии, свое благосостояние. А ты имеешь в виду сейчас общее ощущение? А сейчас общее ощущение, потому что ведь те, кто голосовали за ту же «Единую Россию», и уверены, если все нормально будет, будут голосовать за того же президента, да, это действительно большинство. Как бы мы, не знаю, печалились по этому поводу или не удивлялись. И вот неспособность людей связать какие-то очевидные вещи, да, ухудшение своего уровня жизни, все, что происходит с пенсиями, все, что происходит с зарплатами, все, что происходит с здравоохранением. То есть это конкретные какие-то реальные вещи, которые всякого касаются, каждого. И тем не менее, да, несмотря на это, люди идут и голосуют за партию власти и тем самым как бы подтверждают, да, свое доверие, при том, что конкретным чиновникам, там, ЖЭКам, не знаю, тем же самым врачам, которые бывают крайне недобросовестные, к учителям, ко многим, да, ну, там масса претензий у людей к конкретным на самом низшем уровне представителям этой власти. Но величайшее доверие к этой верхней, высшей власти. И это, конечно, потрясающий для меня парадокс. Это воспитывается что, поколениями, десятилетиями? Это воспитывается не только поколениями и десятилетиями. Кто эти впрыскивания делает? Давай скажем по теме нашей программы. То, что в этом, безусловно, огромная часть, не знаю, вины или заслуги у телевидения, в этом тоже нет сомнений. А вот у меня к тебе такой вопрос. Пойдем дальше. Первая часть политическая. Значит, следующая тема политическая, которую обсуждают тоже последние пару дней, уже про выборы все забыли, это какие-то очень быстрые и стремительные кадровые перестановки, о которых мы слышали, про эти слухи про это ходили, но вот это все произошло. Володин будет спикером Думы, Нарышкин ушел в службу внешней разведки, там что там еще кто-то куда-то ушел. Фродкова, да, куда-то перекинули, понятно. А вот скажи мне, именно применительно к нашей передаче. Один из слухов утверждает, что место Володина в Кремле, в кремлевской администрации президента, займет, не в Кремле, а на Старой площади, займет, кто бы вы думали, Олег Борисович Добродеев. Ой, я на протяжении очень длительного времени то и дело слышу слухи про то, что Олег Борисович Добродеев чего-то займет. Ну вот, а почему нет? Как ты думаешь? Да вполне заслужил, я считаю. Да, ну пусть себе. Вот послушай, то время, когда нас это дико волновало, когда это становилось сенсацией, батюшки мои, тот или другой занял тот или иной пост, оно тоже прошло, потому что, правда, от перемены мест слагаемых сумма, а на самом деле то, что происходит, итог, да, сумма не меняется. Иногда может поменяться в худшую сторону, потому что каждое там или почти каждое назначение очередное получается, что хуже предыдущего. Я не про это. А про что? Про то, что это все-таки менеджер телевизионный, да, человек из телевизора. Нет, ну слушай, человек уровня Добродеева, не политик, давно уже номенклатура. Конечно, и очень высокого уровня номенклатуры, и, конечно, в известном смысле политический деятель. Да я тебе больше скажу, что если мы возьмем какого-нибудь или Киселева, или Соловьева, они тоже уже в этом ряду влиятельнейших, если не политиков, то, по крайней мере, людей, которые действительно формируют сегодня мировоззрение огромного количества людей, проводят некую линию, возможно, конечно, там, сверху спускаемого чего-то, но и во многом уже и самостоятельно, потому что мне кажется, что столько лет все это вот говорить и делать без уже некоторой уверенности в том, что именно так и должно быть, и они правы, невозможно. Ну, согласись, все-таки должность замглавы администрации, она предполагает некое
Ну, профессионализм, да, наверное, в области интриги политической, прежде всего. Ты думаешь, вот в таком Поскольку огромном... речь идет, конечно, прежде всего о внутренней политике, о стратегии, которую человек выстраивает в долгую, да, то, что делал Сурков, то, что продолжал делать Володин, и вот сейчас на это место приходит, ну, поскольку... допустим, условно, да, мы не знаем поэтому... этого, мы обсуждаем одну из версий, которая в нескольких СМИ уже озвучена, да, одна из версий, это, там называют имя Костина, еще там пара человек. Но вот мне как раз интересно с точки зрения нашей передачи, чем Добродеев может привлечь внимание Его Величества. Чем он поможет? Честное слово, я даже на эту тему вообще не думала и в эту сторону, потому что наверняка чем-то может, и наверняка это не будет ни случайным назначением, ни назначением в надежде, что он произведет что-то революционное. Чужие там не ходят, поэтому он вполне себе может занимать, мне кажется, ты говоришь, там интриги, умение выстраивать. Руководство таким огромным холдингом, каковым является сегодня ВГТРК, ведь это не один канал, это и Россия-1, и Россия-24, и Культура, и всякие родийные там каналы, да, оно, я думаю, вполне себе воспитывает и умение вот эти вот интриги создавать, а также потом их разруливать, и управленческий, безусловно, колоссальный опыт имеется. Не знаю, мне кажется, Симонян лучше была на этом месте. Может быть. Я, мне кажется, тоже могла бы какие-то... Молодая, да, с чувственным оскалом. Не убеждение, она идейная, понимаешь? А ты думаешь, она что... как Скобеева. Вот эта вот поросль, вот это вот, их не собьешь. Без рефлексий. Понимаешь? Абсолютно. Как раз я думаю, что это вот этот вот будет, как это раньше там называлось. А у Добродеева при всем его могуществе есть какой-то неблагонадежный вид. Да, есть, да, какой-то он неуверенный. Не знаю. В глазах у него сомнения иногда. Если она и была, мне кажется, уже он ее счистил за это время и вполне себе может занять любую руководящую должность. А вот это вот, как про комсомол-то говорили, он там кто партии? Какой? Нет, какое-то было слово, я забыла. В общем, вот эти Скобеева, Маргарита Симоньян, еще какие-то вот нынешние там такие. Комсомол, взрослые люди. Да я не про комсомол, я про слово. Это резерв, вот чего. Это подрастающие, да, они взрослые. Конечно, они взрослые, но... Взрослые тетки. Да, но это следующие. Вот они должны еще там какие-то, да, чуть-чуть поработать, еще каких-то там парочку ступеней одолеть, а уж тогда, безусловно, они возьмут все свои бразды правления в свои руки. А ты видела вообще свежих депутатов? Кого? Свежеизбранных. Конечно, они уже некоторые Кто тебя были. больше всего поразил? Мне очень нравится Елена Импольская. Мы с ней когда-то работали. Она доросла, видишь? Да, молодец. Она поставила себе цели, она пришла к этой цели. И это еще не предел. Я думаю, что она сейчас займет обязательно какой-нибудь комитет себе выторгает. Причем комитет попрофильнее, вот ты видишь. Потому что обычно, всем известно, что когда делят комитеты, на культуру обычно остается самым неудачником, потому что на ней там мало чего можно нагрести. Понимаешь? Все торопятся там, где деньги делят. Какие-нибудь комитет бюджетный по экономике, по финансам, да. Даже партстроительство и то интереснее. А тут так себе. Короче, я тебе уверяю, она будет руководителем комитета по культуре в Думе. А оттуда прямой путь куда? Министерство культуры. Может быть. Так что это все не шуточки. Вполне возможно. А Милонов тебе разве не нравится? Очень нравится, очень. Я вообще давняя его поклонница, конечно. Я думаю, что с его приходом уже вот в федеральную, главную Государственную Думу, безусловно, там еще более оживится деятельность законотворческая, и массу инициатив он способен, мне кажется, производить в единицу, не знаю, там, времени, минуту, секунду. Удивительный человек.
Мне кажется, что питерцы его специально сюда нам делегировали, потому что там уже, в общем, он все, что мог, сделал, а ему нужно уже выходить. Вот как раз тот самый... Вот они, лифт это социальный. Заработали. На наших глазах буквально. Да. Действительно, лифт уперся в потолок, допустим, у того же Милонова в Петербурге. Да? Петр Толстой, да. Конечно. Вот я думаю, я до сих пор я пока не нашла единственный ответ на вопрос, останется ли он и на своем телевизионном посту. У нас были такие прецеденты. У нас были. Андрей Макаров, да, безусловно. Да. Пушков продолжает работать. Но он, кстати, остался депутатом, я не знаю, или нет? Нет, по-моему, нет. А вот останется ли Петр Толстой, большой вопрос. Но сила телевидения такова, что он абсолютно, безусловно, по-моему, он как одномандатник же шел, он абсолютно победил. И это говорит о том, что надо чаще в телевизоре показываться, и тогда все. И плюс еще быть правильным, правильно ориентированным, и тогда к вам потянутся люди. Вот к нему люди потянулись. Комсомол, резерв партии, напоминает Надежда. Резерв, да. Правильно, да. Ну что, дорогие друзья, я еще раз напомню номер СМС, +7 985 970 45 45. Сейчас посмотрим на ваши вопросы. На страничке Ксении Лариной в Фейсбуке тоже можно вопросы свои задавать или предложения, или какие-то свои собственные оценки давать увиденному. Вот. А через новости мы вернемся в студию и продолжим наше обсуждение. О политике, наверное, уже закончим. Уже хорошо. У нас там есть еще что-то, что обсудить, так что подключайтесь. Человек из телевизора. Человек из телевизора. Возвращаемся в программу «Человек из телевизора». Здесь в студии Ирина Петровская и я, Ксения Ларина. Напомним нашим слушателям номер СМС +7 985 970 45 45. И в Фейсбуке тоже можно подключиться на страничке на моей тоже к нашему эфиру. Спрашивают наши слушатели, а почему вы игнорируете результаты премии Эмми? Я скажу честно, не то что игнорирую, просто там все «Игры престолов» вот эти вот все взяли. «Игра престолов» — сериал, который я не смотрела. И, к сожалению, не являюсь поклонником вот такого жанра. Я не знаю, какие-то вещи, да. Я не смотрела ни одной серии «Игры престолов», и вообще я это, бывает, уж извините, но мы не можем уже вот все любить. Нет. Это, во-первых. А во-вторых, довольно странно в нашей именно передаче. Все равно. Нет, Ир, послушай, там среди номинантов, извини меня, лучшие сериалы года. Лучшие. И именно поэтому я не хочу это обсуждать. Потому что мне ужасно обидно, что никто не получил. Прокатили всех. «Фарго», «Карточный домик», да, «Американцев», безусловно. «Аббатство Даунтон» там что-то получило, но не помню что, да. То есть все, вообще ничего не... Все досталось «Игре престолов». Потом там еще есть мини-сериал «Американская история преступлений». Неплохой, кстати. Лучший телефильм получил «Шерлок. Безобразная невеста». Тоже, на мой взгляд, не самая лучшая серия. Я вообще не видела. Это последний, то, что был показан в январе. Не самый лучший сюжет из «Шерлока». Бывали и посильнее. Можно было спокойно мимо пройти. Но даже просто мне обидно. И по актерским номинациям там такие потрясающие есть работы, которые тоже мимо них прошли. Так что что тут обсуждать? Мне кажется, что мы могли бы поразнообразнее что-нибудь придумать. От телевизионные академики дальнего зарубежья, заокеанские. Что от них хорошего ждать? Да, ничего, да. Если вспомним нынешние основные мотивы. Наши слушатели там спрашивают про фильм, про наши сериалы. Вопрос вопросов. Что случилось, почему уже заканчивается первый месяц нового сезона, а ни одной, по сути, какой-то яркой телевизионной художественной премьеры не было. Куда все делось? Естественно, спрашивают там про продолжение обещанные. «Обратная сторона Луны 2». Я Ире как раз перед передачей говорила, что я зашла там, посмотрела на страничке на Кинопоиске. Он снят уже. Он вообще должен был появиться в прошлом году, в 2015-м, на Первом канале. Его нету до сих пор. Не знаю, в чем дело.
Вот не знаю, что там ты скажешь по этому поводу. Ничего не скажу, потому что перед началом сезона в разных СМИ и там в интернете публиковались разные, даже не прогнозы, а, собственно говоря, вот эти вот намерения разных каналов, в первую очередь Первого, показать, наконец, то, что было обещано еще в прошлом сезоне, где и была и обратная эта сторона, и та же самая таинственная страсть, которая все более таинственной становится. Пока нету. Я думаю, может быть, это в силу того, что сентябрь они по-прежнему еще считают как бы таким остаточным от мертвого сезона месяцем. Ну, может быть, будем надеяться. Даже анонсов нету никаких. Анонсов пока нет. Да. Хотя мы там писали бы скоро. Потому что мы видим, что пошли, идет голос, пошли анонсы уже опять этого, как он называет, где Тарасова-то на коньках, как он называется? Ледниковый период 98, да? Да, но это все-таки проекты, это не фильмы. Ну, странно. Вот на следующей неделе какой-то там тонкий лед. Боюсь делать какие-то прогнозы, но, судя по анонсам, опять что-то такое вот... Ну, что-то там политика, детективная, любовно, мелодраматическая. Политика мелодраматическая. Ну, политика, прям политика. Там потому что депутат какой-то действует среди героев. Подлый. Да, видимо, подлый. Потому что не место ему. Он, по-моему, там, судя по анонсам, которые я читала, он заказывает чуть ли не убийство вот этого вот соперника ему, которого играет Егор Бероев, а этот, по-моему, вот как раз то ли Гуськов, то ли Угольников. Ну, в общем, я думаю, что народ прильнет при всем при том. В «Медсестре» тоже, вот в прошлый раз мы говорили про правду жизни, а закончилось опять тоже стрельбой, спасением жизни самой медсестры, раной сквозной на вылет. Как-то мне здесь с правдой жизни вдруг уже вот что-то казалось... Это художественная правда. Ну, как-то надо слишком. было что-то делать, чем-то заканчивать. Ну, обязательно стрелять в медсестру? Конечно. Ну, а почему нет? Она же закрыла своим телом... Называется же кино «Медсестра», а не «Больничка». Ну и что она закрыла? Она должна была совершить подвиг, она его совершила. Она в каждой серии совершала по подвигу. Ты не обратила внимания? На ее пути все время попадались больные, раненые, падающие в обморок. Да, конечно. Сердечный приступ везде. Она везде встречает больных людей, везде их спасает, тащит на себе в больничку. Нет, а самое счастье, конечно, что она... Наконец-то она закрыла своим телом. Нет, на пути, оказывается, вот этих всех болезненных, убогих, падающих в обморок. Да. Это счастье вот так вот встретить. Все под рукой. Все под рукой, медсестра. Еще меня там очень смешили вот эти планы, когда по абсолютно пустому городу она едет на своем джипе Мазде. В любое время дня и ночи город абсолютно пустой, тоже как-то настораживает. Вот уж извините, конечно, товарищи дорогие. Да, что они тоже, чтобы далеко не ходить, они там самые страшные драмы неожиданные с людьми встречаются прямо на пороге больницы практически. Или в палатах. То в кого-нибудь стрельнут, то кто-то под машину попадет, то у кого-то сердце остановится, кто у кого-то инсульт схватит. Прям тут же вот во дворе. Без окна выпадет, да? Буквально во дворе. Тащи. Ну, видимо, такое место, сгусток тяжелый. Какие мы злые. Злой энергии. Злые мы, и хорошие мы люди. Еще было веселое кино-то на этой неделе. Вот «Новая жена». Вот я уже до нее у меня руки не дошли. Жалик Фомин поставил. Ну, ты смотрела? Ну, начала. Я не люблю комедии. Вот прости меня, Господи. Вот такая вот беда со мной. Дело в том, что, видишь, это такие не форматы. Там хорошие актеры. Да? Там, это не сериал, кстати, прости, это фильм. Фильм, да, но нужно было вот этот вот день еще один, да, забить после окончания медсестры. Ты думаешь? Ну, конечно, там не дотянули до того количества необходимого серии, поэтому вот уже закрывали этой новой женой. Ну, теперь опять начинается сериал. Вот люди, которые смотрели «Жемчуга» на Втором канале, говорят, что это такой пердуха, что просто... Вот не далее, как неделю назад, мы в одной прекрасной компании общались с Леей Хиджаковой, и она умоляла меня посмотреть «Жемчуга», потому что говорит, что... Надеюсь, ты стойко продержалась, не дала обещаний пустых? Я дала. Я сказала, что как только у меня... И ты будешь смотреть это? Я хочу, потому что я спросила, смотрела ли, в свою очередь я спросила... «Жемчугов» можно посмотреть «Тонкий лед». Нет, я спросила, видела ли она «Лестницу в небеса», потому что, на мой взгляд, это такой
апофеоз прелести, да, чистейшей просто прелести, чистейший образец, и она как раз не смотрела. И мы дали друг другу слово, обещание, что я посмотрю «Жемчуга», которые на нее произвели вот это вот неизгладимое впечатление, а она, в свою очередь, посмотрит мою любимую, значит, шнягу под названием «Лестница в небеса». А «Обратная сторона Луны 2» прекрасно, но на ТВ ее не покажут, пишет нам Елена. Вот интересно, это я как раз себе эту мысль нехитрую высказала до начала программы. «Обратная сторона Луны 2», судя по Кинопоиску, уже где-то в июле был показан, и отзывы оставлены, и рейтинг есть. Таня из Екатеринбурга. Таня, вы ошибаетесь, по телевидению и не был показан этот сериал. Он есть на Кинопоиске, и там есть отзывы. Но, судя по всему, его можно просто скачать в интернете, поскольку он готов, это действительно. Так, был анонс «Трудно быть Богом», Людмила нам говорит. Ну вот, можно про это сказать отдельно. Да, это, конечно, самое невероятное событие, на мой взгляд, грядущей недели. Это покажут, по-моему, 1 числа, да, на канале «Культура». Но пока я буду открывать, это будет слишком долго. Вначале будут показаны 5 серий фильма «Герман, сын Германа». По-моему, сейчас быстренько я открою. Да, это 1 число, 1 октября, суббота. То есть это повода нет никакого, сразу скажем, чтобы вы там не мучились. Нет ни юбилея, нет ни Дня памяти. Вот просто решили почему-то на «Культуре» сделать такой подарок поклонникам творчества Алексея Германа. Я думаю, что не самый плохой. Да, идет он почти 3 часа. И, конечно же... А «Герман, сын Германа» — это Санаевой? Нет? Что? Фильм Санаевой «Герман, сын Германа». Не понимаю. Фильм Санаевой «Герман, сын Германа». Это документальных 5 фильмов «Герман, сын Германа». Не знаю, по каналу «Культура». Судя по названию, он уже был в эфире. Ну, вот иногда канал «Культура» устраивает вот такие вот просветительские, гуманитарные, культурные акции. И за это, в принципе, можно ему сказать только спасибо. Хотя, конечно, зрители, которые не были в кино, когда он прокатывался и вообще не видели его раньше на большом экране, конечно, ждет очень непростое. Ну, собственно, у Германа и не бывает простых, но это, пожалуй, самое непростое из возможных зрелищ, даже не назовешь, но впечатлений, и нужно заранее быть к этому готовыми, и те, кто не готов к натуралистичности картинки, к очень своеобразному киноязыку, который отличает именно этот фильм. Трудно быть зрителем фильма. Трудно быть Богом. Надо подготовиться. Надо, во-первых, подготовиться, а те, кто не чувствует в себе вот этого вот потенциала, да, посмотреть эти 3 часа картины, то для того, чтобы потом не плеваться, не кричать, не возмущаться, то, пожалуй, что лучше и не садиться к экрану, потому что, правда, это очень-очень специальное кино. Ну, ты уж совсем отпугнул. Нет. Вот сейчас вот завтра или сегодня напишут в интернетах: Петровская призывает зрителей бойкотировать фильм «Трудно быть Богом» Германа на «Культуре». Вот увидишь. Пусть сейчас же все верни назад. Отмотай пленку назад. Дорогие зрители, огромное событие нас ожидает. Я повторяю то, что я говорила в начале, потому что это очень смелый шаг со стороны канала «Культура». Куда менее... не знаю даже, как это назвать, авангардное кино, да, артхаусное, какое угодно, не показывается. То, что они это делают, и показывают кино, которое многим названо многими из специалистов и лучшим фильмом Германа, и чуть ли не кино всех времен и народов, это делает огромную честь каналу «Культура», хотя... следует учесть, да, телевидение из этого обычно исходит, что зритель многое может не так понять. Так вот, товарищи, тем, кому хочется все-таки понять, в чем особость этого языка, этого кино, которое снималось десятилетия, прямой путь 1 числа в 22 часа к экрану на канал «Культура», и вы не пожалеете, потому что вы приобщитесь действительно
действительно к явлению, которых в истории кинематографа практически вот такого рода не бывало. Хорошо? Да, значит, Герман Герман, это фильм 2005 года, режиссер Наталья Урвачева, не знаю, но помню этот фильм, он как раз был приурочен, по-моему, к юбилею, какому-то юбилею. Вот. Ну, это, по сути, это такие монологи Алексея Германа. Да, там начинается, естественно, с истории семьи, с отца Юрия Германа. Подстрочников, такого вот жанра монолога. Да. Я помню его, Мне кажется, по-моему, он уже бывал в эфире. Да, если он в 2005 году снят, конечно. Ну да. Он даже на ТЭФе был номинирован в 2005. Вот так. Ну, вообще 11 лет назад, да, еще, естественно, при жизни Алексея Германа. Ну, еще что ты нам скажешь? Я еще хочу сказать, что, конечно, огромное событие, которое могло бы быть еще более важным, значимым, это столетие Зиновия Ефимовича Герта, которое телевидение, конечно, не обошло, но при этом главное, что называется, торжества отложены вот на сегодняшний день, на субботу. Фильм документальный уже показали на Первом канале. Ну и основной, естественно, на канале «Культура». В 14, по-моему, 15 фильм «Фокусник», где Зиновий Ефимович сыграл свою первую главную роль у Петра Тодоровского. А сегодняшний фильм-то, кстати, вот мы не посмотрели. Ну, он в 10-15 был. Кто-нибудь видел, ребят? Потом посмотрим. Я обращаюсь к аудитории. Кто-нибудь видел сегодня утром фильм, посвященный Герту, на Первом канале? Если видели, напишите ваши впечатления, пожалуйста. Значит, дальше будет «Больше, чем любовь». Это, естественно, программа, которая посвящена семейным и любовным и дружеским отношениям между Зиновием Ефимовичем и Татьяной Александровной Герт. И потом еще «Соломенная шляпка», где Зиновий Ефимович тоже снимался. Но при всем при этом, вот все это время, да, меня не покидал, в самый, собственно, день повторили «Наедине со всеми» у Юлии Меньшовой прошлогодний выпуск с Татьяной Александровной Герт. У Константина... Да, прошлогодний. Она там еще и говорит, что, во-первых, Юлия Меньшова предваряет это, что мы показываем прошлогодний, и сама Татьяна Александровна говорит, что вот я бы хотела дожить еще год, прожить и дожить до столетия Зиновия Ефимовича. А потом была программа «Большие родители», где Катя Герт, дочь, рассказывала об отце. И еще ролик вспомнили на Первом канале, вот этот вот «Я вас люблю» из русского проекта. Помнишь? Да. Да и все. «Острова», вот еще что, на канале «Культура». И вот все это время я думала, вот, наверное, невероятно бы выиграл тот канал, который бы осмелился вообще, решился бы сделать День Герта, да, День памяти Герта. Столько сохранилось. Да. Я вот здесь, поэтому... Вот ты написала в своей колонке в «Новой газете» по поводу, вспомнила все программы, которые он успел Не все, сделать. конечно, не Они все. вообще действительно где-то хранятся. Вот об этом и речь. И я «Чай-клуб». Очень хотела бы узнать, кто является правообладателем, да, на продукцию, которая производилась на несуществующем ныне канале ТВ-6. Это, кстати, узнать. У нас будет передача «Культурный шок», посвященная памяти Герта. Да. Как раз Татьяна Александровна Правдина Герт, она будет там, мы у нее спросим по поводу передачи. Вот, значит, там было много программ, да, они чуть ли не раз в неделю выходили. «Чай-клуб». Дальше. Бенефис, который сделал совершенно фантастически. Это последняя запись, последняя съемка Герта, который сделал, да, тоже уже ушедший из жизни Евгений Гинзбург, автор большинства всех других бенефисов и режиссер. Куски этого бенефиса есть в интернете. И есть он, как выяснилось, целиком. И я совершенно не... Причем там такая невероятная, не знаю, даже энергетика я не назову, эмоции, потому что вот я даже присутствовала тогда в этом рамте молодежном театре на этих съемках, и правда на наших глазах творилось чудо, потому что человек, которого на съемку привезли больного и который лежал за кулисами, его выносили вначале как бы играя два Остапа Бендера,
был в образе Золотовицкий и Угольников, и потом также его на этом кресле унесли, и вдруг он вышел собственными ногами, больше уже со сцены не уходил, и в конце вот этот вот невероятный выход с чтением Давида Самойлова, и это прощание, которое совершенно просто потрясло и зал, и людей, которые там стоят на сцене. Как это можно? Это, не знаю, бриллианты, извините меня за какие-то совершенно банальные сравнения. Или я посмотрела, тоже нашла в сети прекрасное интервью, самое последнее, предновогоднее, 94-го года у Влада Листьева в «Час пик». И прекрасное интервью 87-го года «До и после полуночи» у Володи Молчанова. Было, насколько я помню, большое интервью тоже незадолго уже до смерти еще Эльдара Александровича Рязанова, в смысле Эльдар Александрович разговаривал со своим другом Зиновием Ефимовичем у него на даче. Фильм, который снимала сама Екатерина Ер, дочь, под названием «Зяма». Это, кстати, Первый канал. Это, кстати, Первый канал, да. И он исключительно из-за этого доверительный. А еще, да? подожди, фильм очень хороший был с Светланой Резвушкиной. По-моему, это вот я пыталась вспомнить, по-моему, «Зяма» — это их фильм. Вот она, Светлана Резвушкина, там и режиссер этого фильма. Я вот, кстати, сейчас смотрела, пересматривала. Да. Я вот его не пересматривала. И это как раз это очень камерная работа, где они, по сути, втроем весь фильм. Это, мне этот фильм очень нравится. Там мало информации, но вот то, о чем мы все время с тобой говорим, атмосфера, да. эмоция, пауза, тишина, дом, домашние отношения, шутки. И вообще это ощущение этого дома, как крепости, защиты, я даже очень помню хорошее. Какие-то кусочки. Да. Вот там, например, он вдруг начинает, Зиновий Ефимович начинает цитировать революционного поэта Александра Жарова, потом хватается за голову и говорит: «Господи, сколько я всего за свою жизнь забыл, почему я это помню?» — говорит он. Сохранились всякие театральные капустники, сохранились кусочки кинопанорам. Как это все не показать, тем более по поводу и случаю, мне кажется, это какое-то дикое расточительство. Ну, вот еще раз напомню, что мы продолжим вспоминать Зиновия Ефимовича Герта в передаче «Культурный шок». Напомню, что это будет после часу дня. Татьяна Александровна к нам приедет, и придет Юрий Рост. Мы вспомним Зиновия Ефимовича и услышим его голос. Вот. Ну, а сейчас я хотела поставить песенку в его исполнении, которая тоже из телевидения пришла. Эта песенка, я ее нашла совершенно случайно. Может, сторожилы, как говорит Ира, наверняка вспомнят ее. Вспомним и мы добрым словом замечательного человека. И вообще 100 лет, и он настолько... Абсолютно. Мы уже несовместимы. Почти 100. Ну, что ты хочешь? Спасибо, Ира. До встречи. Кто поет в электричках? Туристы. Но вернем хоть на миг старину, когда тонкие специалисты под гитарную пели струну. Что-то вроде: много жизни обыденной хуже, жизнь актеров, а также актрис, тех, чья жизнь так прекрасна снаружи, но обманчивы тайны кулис. Потому совершенно свободно, не жалея кумиров своих, мы их женим на ком нам угодно и хороним безвременно их. Нам фантазия голову кружит, наши взоры навеки впились в тех, чья жизнь так прекрасна снаружи, но обманчивы тайны кулис. Я хочу приоткрыть занавеску, чтобы огни где не надо зажглись, и чуть-чуть, ненароком, не резко показать закулисную жизнь. Я сегодня хозяин, к тому же, ведь я по профессии из тех, чья жизнь так прекрасна снаружи, но обманчивы тайны кулис. И скажите мне, не потому ли мне в купе сообщил гражданин,
что Крючкова зарезал Никулин, не то Юрий, не то Валентин. А Папанов поет в Мулен-Руже и на бис исполняет стриптиз. Да, их жизнь так прекрасна снаружи, но обманчивы тайны кулис. Человек из телевизора.